Доброе утро, солдат. Я твой инструктор по начальной подготовке. Меня зовут старший сержант Фрэнкс. Я люблю задницу, солдат. Ты будешь делать все, что я скажу. Ты понял? Welcome to the club, buddy. Да, сэр. Отлично. Ложись на землю. Лицом в задницу, солдат. Здорово, зритель! Тебе невероятно повезло, что ты включил это видео, ведь в нем я расскажу о игре, про которую не знает, наверное, 95% геймеров. Конечно, алды гейм-индустрии точно знают про нее, но вот более сопливые младенцы не в курсе, что она существует. Conflict Desert Storm. Конфликт Буря в пустыне. Первая часть из целой серии игр Конфликт. Игру разработала британская компания Pivotal Games в 2002 году. Пиво, Tal, Games. Короче, какие-то подпивасы, скуфы одним словом. Издателями выступили сразу несколько компаний. В США SCI, в Японии Square Enix, в Англии Eidos Interactive, а в России старая добрая Бука. Действие в игре происходит во времена войны в Ираке. Desert Storm начинает свое повествование со 2 августа 1990 года. Ирак ввел свои войска на территорию Кувейта, и для того, чтобы помешать их танкам продвинуться вглубь Кувейта, 2 бойца спецназа США минируют мост. Но один очень глазастый Ирак, как вообще называют иракцев в единичном лице? Да плевать. Один глазастый иракец замечает американцев и, естественно, бьет тревогу. Кто вы-то, ёб твою мать, блядь? Кто вы, нахуй? На которую сбегается все село и начинает палить из всех имеющихся калашей, спизженных у каждой бабки в деревне. Одного спецназовца убивают, второго берут в плен. Тут на сцену выходит третий персонаж по имени Брэдли. Который является одним из главных в этой игре. Его миссия — освободить Фолли, того самого, что взяли в плен, и завершить подрыв моста. С этого момента начинается долгий, сложный и очень кровавый путь американского спецназа в пустынях Юго-Западной Азии. Жанр игры — тактический шутер от третьего лица. Ключевое слово — тактический. Это не тупое месиво с кучей паркура, динамики, бега и прочего дерьма, как в Warzone, где смотришь на скин типа, у него экипировки килограмм на 50, а он носится по зданиям, будто без трусов бегает. Здесь важно занимать правильные позиции. Это залог успеха в Desert Storm. Игру мы начинаем одним персонажем, но постепенно к нам в отряд будут добавляться еще бойцы, до 4 человек в отряде. Каждый из них является главным героем. По сути, основной протагонист в игре — это весь наш отряд. Брэдли, Фолли, Коннорс и Джонс. В начале игры нам дадут выбрать, за кого играть: британский спецназ или отряд Дельта США. Разницы нет никакой, кроме окраса камуфляжа на форме. И у британцев Коннорс в шапке, а у американцев в бандане. И Джонс у американцев в каске, а у британцев почему-то в платке, как шайтан. Играть можно за любого персонажа, который вам больше нравится. Можете играть каждым по очереди или кем-то одним, тут на ваше усмотрение. Самая главная фича игры — это управление отрядом. Мы можем приказывать всему отряду следовать за нами, держать позицию или направляться к указанной точке. И точно такие же команды можно отдавать каждому бойцу отдельно. Хоть мы и играем за спецназ, но нас всего 4, а против нас целая армия Ирака, и численное превосходство будет всегда на стороне противника. А убивают тут очень быстро, примерно с пары пуль. Конечно, если попадут в ногу, то ты начнешь хромать, но в целом физика смерти реалистичная. Это в современных играх уже в каждом шутере персонажи почти бессмертные и самоисцеляющиеся, будто в нанокостюме из Crysis. Тут так не прокатит. Буря в пустыне — суровое место, где ошибка будет стоить жизни, а здоровье при помощи колдунства не исцеляется при ранении. Грамотно выбирайте позиции в зависимости от локации, в которой вы находитесь, и рельефа, который вас окружает. У каждого солдата в отряде свои особенности. Брэдли — радист, способный вызвать поддержку авиации, и автоматчик. Хорошо стреляет, имеет подствольный гранатомет, но в случае, если понадобится, справиться с небольшим отрядом противника. Фолли — снайпер. Думаю, вам не надо рассказывать о преимуществах снайпера. Просто прикажите ему занять позицию подальше и повыше, чтобы он видел всех, а его не видел никто. И ваша задница будет в безопасности. Стоит отдать должное. Компьютер тут стреляет очень метко. Не в каждом современном шутере боты в отряде так хорошо стреляют. И приказы для этого отдавать не надо. Они сами открывают огонь, как только замечают врага. Можно только приказать не стрелять вообще, если в данный момент вам нужен стелс и лишний шум ни к чему. Коннорс
Пулеметчик. Займите им защищенную позицию, с которой вдобавок хорошо простреливается открытая местность, и численное превосходство противника не будет иметь никакого смысла. Джонс – инженер. У него всегда с собой С4, мины, куча всякой взрывающейся дряни. Пригодится, если нужно будет подорвать технику или здание. Также он спец по стелсу, у него ПП с глушителем. Так что если вы не хотите лишний раз поднимать тревогу на вражеской базе и отстреливаться от всего села, то наш гуталинчик вам в этом поможет. Если вы правильно будете выстраивать тактику боя, то даже всего 4 спецназовца станут непобедимыми. Также у каждого из них свой отдельный инвентарь. Причем снаряжением можно обмениваться между ними. По сути, в нашем распоряжении аж 4 инвентаря. Мы не ограничиваемся оружием, которое дается по умолчанию в начале миссии. В ходе задания мы будем находить дополнительные ганы: калаши, пулеметы, СВД, РПГ, гранаты, аптечки и так далее. Подбирается оно не взамен имеющегося, а как дополнительное. Поэтому если у Брэдли, к примеру, закончатся патроны на М16, то он может достать АК-47 и начать палить с него. Если члена вашего отряда подстрелят, то он сразу не умирает. Здесь работает система как в Королевской битве еще задолго до того, как это стало мейнстримом. Он будет лежать нокнутый. Вы можете его поднять, использовав аптечку. Добить его не могут, но если вы долго не будете его поднимать, то он умрет. И умрет навсегда. Воскрешающих станций, как в PUBG, тут нет. Прощелкайте ебалом, потеряете бойца и дальше придется сражаться втроем. Именно на такие случаи у каждого члена отряда должна быть аптечка, стингеры против вертолетов и РПГ против танков. Тогда, кого бы не ранили, абсолютно любой сможет спасти товарища хоть от пехоты, хоть от техники. Здесь даже есть система прокачки. В конце каждого уровня солдатам присваивается звание, повышается уровень и прокачиваются навыки, исходя из того, что они делали на задании. Из минусов я не могу выделить что-то конкретное, потому что я не думаю, что это будет конструктивно. Ведь игра старая. Вы только вдумайтесь, Буря в пустыне уже 22 года. Почти четверть века. Любой доеб до нее можно смело подвергать сомнению, ведь на момент выхода все было окей. Но я все же докопаюсь до пары моментов, которые мне очень сильно режут глаза, и это не графика. Хоть я и графодрочер, но здесь графика приемлемая. Да, в 2002 вышло немало игр с более хорошим графоном, которые в разы опережают Desert Storm. Но хороший геймплей это с лихвой компенсирует, что как-то похуй на графику. Я имел в виду сюжет. Я не только графодрочер, я еще и сюжетодрочер. Да, игра основана на реальных событиях, а именно на войне в Ираке. Конечно, это не документальная игра и не описывает на 100% то, что там происходило. События взяты лишь за основу как концепция для игры, но можно было как-то его интересно обыграть, сделать более цепляющие катсцены, чтобы игрок проникался. А по факту мы имеем сухой брифинг перед каждой миссией, где описывается, что нам нужно сделать. И управление. Оно пиздец какое неудобное. Через несколько часов игры можно приспособиться, но в целом это адская ебля в жопу сатаной. В целом все. Третий аспект я не отношу к минусам, потому что это проблема древности и современности. Из-за того, что игра очень старая, она сильно конфликтует с современными операционными системами. И из-за этого багнутая. Персонажи не могут спрыгивать. Они просто зависают в воздухе и пытаются отлизать себе очко. Если попытаться пройти боком, то персонаж тупо зависнет в воздухе и будет левитировать. Этот баг никак не лечится. Так что на Windows 10 и 11 вам придется очень осторожно перемещаться, оббегая любые склоны и стараться перемещаться только по ровным текстурам. В целом мы имеем отличный тактический шутер, в котором на победу реально влияет тактика, а не АФК-перестрелка. Я более чем уверен, что на планете уже не существует компа, на котором бы эта игра не запустилась. Так что для обладателей слабого ПК Desert Storm станет отличной находкой. Не благодарите. Хотя нет, благодарите. Требования к игре я оставлю в описании, потом сможете с ними ознакомиться. Но поскольку хуйни я никогда не советую, то даже если у вас мощный комп, в это стоит поиграть. Игра достойная. Особенно если ты фанат шутеров. А если ты вообще военный, то даже кончишь себе на лоб от удовольствия. Разумеется, Бурю в пустыне я буду проходить на стриме. Если это залупа мне не помешает. Поэтому не забывай поставить лайк на это видео и подписаться на канал, чтобы не пропускать прохождение, выходы новых видео и шортс. Напишите в комментариях, знали вы про эту игру или нет. Будет очень интересно узнать, сколько людей шарит за эту игру. Всем пока!